Легенда о Кровавой Мэри самая популярная в Америке. Никто не знает истинного происхождения легенды, поэтому на название Кровавая Мэри претендуют несколько реальных женщин. Все зависит от того, в каком штате вам рассказывают эту историю. Мэри жила в маленьком городке штата Индиана. В свои 19 лет Мэри выиграла несколько местных конкурсов красоты и мечтала стать киноактрисой. Но однажды ночью к ней в квартиру пробрался жестокий маньяк, вырезал бедолагке глаза, чтобы она не смогла опознать его. Однако она успела узнать преступника. После его ухода она дотянулась до зеркала и собственной кровью попыталась написать его имя. Правда, успела написать только 3 буквы «Тре», после чего лишилась сил и скончалась. Подозрение пало на местного хирурга Тревела Симпсона, но доказать его вину не смогли, а дух Мэри поселился в зеркале, перед которым она умерла. И когда кто-то вызывает кровавую Мэри, она выцарапывает ему глаза от злости и зависти. Мэри из Нью-Джерси была очень красивой девушкой, но попала в аварию, и ее лицо оказалось изуродованным до такой степени, что никто из окружающих без содрогания не смог взглянуть на нее. От самой Мэри врачи и близкие долгое время прятали зеркала, опасаясь, что от одного только взгляда на свой новый облик она сойдет с ума. Но получилось еще хуже. Когда окружающие утратили бдительность, Мэри самостоятельно добралась до зеркала. Глянув на себя, она сначала пришла в неописуемый ужас, а потом страстно захотела вернуть себе былую красоту. Для этого она нашла заклятие, прочитав которое, сумела проникнуть в зеркало, которое тут же выдало ее прежнее прекрасное отражение. После этого Мэри предпочла жить красивой в зазеркалье, чем уродливой среди людей, и поклялась, что любой, кто потревожит ее в зеркале, будет ею изуродован. С тех пор дух Мэри, когда кто-то смеет ее вызвать, впивается длинными ногтями этому человеку в лицо и раздирает на нем кожу, страшно обезображивая. Америка, штат Пенсильвания. В глубине леса в крошечной избушке жила старушка, собиравшая на продажу лечебные травы. Люди, живущие в ближайшем поселке, называли ее Мэри и считали ведьмой. Никто не смел перечить старой корге, опасаясь ее проклятия. Как-то в округе начали одна за другой исчезать маленькие девочки. Убитые горем родителям обыскивали лес, окрестные здания фермы, но нигде не могли найти следов пропавших детей. Несколько храбрецов даже пошли в лес к Мэри, но она отрицала свою причастность к пропаже девочек. Подозрения она не развеяла, однако доказательств против нее не было. Но селяне обратили внимание, что старая корга заметно изменилась. Она выглядела гораздо моложе и привлекательней. Однажды ночью дочь мельника встала с кровати и вышла из дома, очарованная звуком, который кроме нее никто не слышал. То ночью у жены мельника разболелся зуб, и она не спала. Увидев, как ее дочь выходит из дома, она позвала мужа, и они выбежали следом за девочкой, пытались остановить ее. Отчаянные крики мельника и его жены разбудили соседей. Многие выскочили на улицу, чтобы помочь. Внезапно мельник вскрикнул и указал соседям на странный свет на краю леса. Там, около старого большого дуба, стояла Мэри и указывала волшебной палочкой на дом мельника. Она светилась неземным светом. Селяне вооружились палками и вилами и бросились к ведьме. Услышав их приближение, ведьма прервала колдовство и попыталась скрыться в лесу. Один фермер, прихвативший ружье, заряженное серебряными пулями, выстрелил в нее и попал в ногу. Разъяренные люди схватили ведьму, притащили на площадь, где соорудили огромный костер, и сожгли Мэри. Вскоре после ее смерти жители поселка отправились к ее дому в лес. Там они увидели огромное зеркало, измазанное кровью, и нашли могилы пропавших девочек. Ведьма умывалась их кровью, чтобы омолодиться. Сгорая на костре, кровавая Мэри выкрикнула проклятие. К любому, кто упомянет ее имя, из зеркала придет ее мстительный дух, и человек погибнет ужасной смертью, а его душа, пойманная в зеркальную ловушку, будет гореть вечно в адском пламени, поскольку сама кровавая Мэри однажды была сожжена.